Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Бывало у вас такое? Долго смотришь на что-то и не понимаешь, а потом тебя осеняет. Да это именно то, что ты искал. Ньютону по голове яблоком стукнуло, он закон всемирного тяготения открыл, а мне в голову тарелка прилетела. Да-да, та самая, дрезденская. И сегодня я, тарелкой стукнутая, буду вас учить. Для начала сделаем выкройку, шаблон. Тарелка будет простенькая, из 16 секторов. Возьмем лист формата А4 и свернем его уголочком. От узкой части уголка отрежем часть такую, чтобы оставшаяся ширина была равна 3 сантиметров. Для этого от уголочка откладываем по 7 сантиметров. И от этой линии отложим 20 сантиметров. Конечно, длину вы можете взять свою. От этого будет зависеть размер готовой тарелки. Вырежем этот фрагмент. Получившийся сегмент и будет нашей выкройкой. Дорогие мои зрители, знаю, что вы не любите рекламу. Так вот, наше сегодняшнее видео – это отказ от рекламы. Спонсор отказа – интернет-магазин «1 метр ткани». Практически все ткани, которые вы видите сегодня, приобретены именно там. Это наши российские бязь, сатин, поплин, перкаль, ситец. Знаю, что по интернету, по картинке, очень сложно понять масштаб рисунка. Цветастые ткани использую в лоскутном шитье. Беру совсем немного, по 1 метру. А ткань с черно-белым зигзагом поклонники сериала Twin Peaks меня поймут. Меня попросили сшить постельное белье. И у меня завелась еще одна рукодельница. Дочь захотела сшить себе одежду. И в этот раз она заказала ткань Оксфорд, темно-зеленую. Она с водонепроницаемой пропиткой. Все-таки осень, нужен плащ. И, конечно, нужна фурнитура. И лента-липучка, и молнии, и пуговицы. Холофайбер тоже нужен. Будем шить декоративные подушки. Еще в этом интернет-магазине очень хорошее постельное белье. Рекомендую. А дальше уже перебираем все ткани, все обрезки, остатки и стараемся максимально использовать ткань. При раскрое стараемся учитывать направление долевой. Так будет легче работать в дальнейшем. В принципе, для создания одной тарелки надо только 16 деталей, но у меня получилось больше. Не могла определиться, какая ткань мне больше нравится. Деталей накроила с запасом. Выкройку можно располагать как прямо, так и вверх ногами. Экономим ткань. И еще, по выбору цветовой гаммы. Не стала брать в работу очень насыщенные цвета. Фон планирую темный, пусть будет контраст. И ткани для этого блока нужны с мелким и очень мелким рисунком. Заготовок нарезала много. Конечно же, все их тщательно проутюжим с паром. А теперь немного пошьем. Широкую часть складываем пополам, выравниваем края и прошиваем. Шьем сразу все детали гирляндой. Поточным способом. Закрепки в начале и в конце делаем обязательно. После того, как все отшили, детали разделяем. И каждый уголок выворачиваем, подтягиваем и расправляем. Удобно это делать с помощью кончиков ножниц.
А дальше тщательно проутюживаем заготовки, фиксируем уголочки. Следующий этап работы – сборка тарелочки. Если хотите, то можете выстроить какой-нибудь узор, сделать перетекание цвета или еще какие-нибудь эффекты. Но я все делаю по-простому, по-колхозному, как Бог на душу положит. Но все равно стараюсь соединять попарно темные и светлые детали. Тоже шьем гирляндой, экономим нитки, время, деньги и нервы. Отшитые пары отсоединяем друг от друга и расправляем. Швы должны быть заглажены на сторону темной ткани. Это легко сделать, если изначально правильно располагать отшитые заготовки. Укладываем их светлой стороной вниз, а темную отгибаем. Ткань – хлопок, швы можно расправить ногтем. А дальше уже сшиваем получившиеся пары. Потом соединим сразу уже по 4 детали. Перед тем, как окончательно соединить все в кольцо, заготовку расправляем и все проверяем. Получается 16 частей. Прекрасно. Круг лежит ровно, мы все правильно сделали. Но даже если где-то накосячили, не переживайте. На помощь придет утюг. Проутюжьте заготовку с паром и придайте нужную плоскую форму. Сами видите, швы заглаживали на сторону темной ткани. С лицевой стороны все чистенько, аккуратно, ничего не просвечивает. Учимся шить красиво. Заготовки у меня еще остались, с ними продолжу работу чуть позже. Видео у меня сегодня получается неполное. Вы не увидите готовое изделие, потому что я еще сама не придумала, что же я хочу. Пока проба пера. Этот блок получается не чисто лоскутным, скорее это как аппликация. Смотрите, как этот блок смотрится на разной ткани. На размытом розовом фоне. А если мы возьмем фон персикового цвета, на темно-зеленом свой вариант, на темно-синем тоже шикарно. Этот узор часто используют для украшения декоративных подушек. Вы, конечно, уже догадались, что центральное отверстие закроем кружочком ткани, а лепестки-лучики будем пришивать на швейной машинке прямой строчкой. У нас края получаются уже подогнутые, очень аккуратные. Мне не терпелось показать вам красоту, которая уже сейчас получается. Может быть, кто-то вдохновится идеей и начнет шить свое произведение. Ну а мне надо будет еще поработать за кадром. Вернусь к вам в следующем выпуске. Следите за новостями на канале, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!